14-й студийный альбом фолк-рок-дуэта «Америка» под названием «Human Nature» – «Человеческая природа» был выпущен в 1998 году на лейбле Oxygen Records. Этот альбом выпускался только на CD и кассетах. На виниле не выходил, в моей коллекции его нет. Альбом снова был спродюсирован самими Джерри Бекли и Дьюи Баннеллом, а также при участии американского продюсера и звукоинженера Хэнка Линдермана. В этот раз Хэнк расширил степень своего участия в записи очередного альбома дуэта. Здесь он исполняет партии и на лидирующей гитаре, и на банджо, и на 12-струнной гитаре, и на слайд-гитаре. В альбоме нет хитов, которые бы запоминались с первого прослушивания, но все песни хорошо спродюсированы, хорошая аранжировка. Human Nature – высоко оцененный цельный альбом, часто хвалимый за отточенное звучание, сильные гармонии и зрелый подход к написанию песен. Песни этого альбома уже больше напоминают стиль группы Америка 70-х годов, чем предыдущий альбом. Из песен альбома 6 написаны единолично Бекли, 5 написали Бекли и Баннелл совместно. Большинство поклонников дуэта Америка утверждают, что этот альбом им понравился больше, чем предыдущий, как раз из-за того, что музыканты записали его ближе по звучанию к своим работам 70-х годов. Поклонники часто называют альбом шедевром или одной из самых цельных работ группы, отличающийся высококачественным звуковым оформлением. Многие поклонники и критики считают Human Nature сильным альбомом позднего периода творчества дуэта, который хорошо выдерживает сравнение с их классическим материалом 70-х годов. Весьма атмосферная песня From a Moving Train открывает этот альбом. Она же и была выпущена в качестве первого сингла с альбома. Песня приобрела большую популярность в Европе, чем в США. Она достигла первого места в чарте синглов Испании, а в США поднялась на 25 место в чарте Radio and Records Adult Contemporary. Песни Wednesday Morning и Moment to Moment также были выпущены в качестве синглов в Европе. На треке Hidden Talent мы снова слышим вокал от Карла Уилсона из Beach Boys и Роберта Ламма из Чикаго. К сожалению, Карл не дожил до выхода альбома, так как скончался от рака в феврале 1998 года. Песня Wheels Are Turning получила некоторую ротацию в радиотрансляции в США. В этой песне партию бас-гитары исполнил Джейсон Шеф из группы Чикаго. В общем, альбом уверенно продемонстрировал, что дуэт сохранил свою способность создавать высококачественные софт-рок песни спустя десятилетия после своего первоначального триумфа. Периодическое прослушивание данного альбома будет приятным временем для поклонников группы. Оригинал 15-го студийного альбома фолк-рок-дуэта Америка был выпущен на лейбле Rhino Records в 2002 году. Альбом назывался Holiday Harmony – праздничная гармония, и он был выпущен в оригинале только на CD. Но в 2025 году данный альбом был переиздан на виниле. Но, к сожалению, этого альбома в моей коллекции винила нет. Это рождественский альбом. Он содержит рождественские классические композиции, которые адаптированы так, чтобы напоминать хиты группы Америка. Например, припев «Ла-ла-ла» Winter Wonderland сильно напоминает песню A Horse with No Name, в то время как White Christmas использует стиль игры на гитаре, похожий на тот, что в хите дуэта Tin Man. Также альбом содержит и 3 новые оригинальные песни: A Christmas to Remember, Winter Holidays и Christmas in California на тему Ventura Highway. Трек Winter Wonderland стал второстепенным хитом в рождественский сезон 2002 года, достигнув 26-го места в чарте Radio and Records Adult Contemporary. Продюсером и аранжировщиком альбома был Эндрю Голд, и он также был соавтором одной из лучших песен этого альбома Christmas in California. Эта песня наполнена теплой мелодией и отличной акустической гармонией. Эндрю Голд также исполнял на этом альбоме некоторые инструментальные партии и занимался звукорежиссурой. Альбом зарекомендовал себя расслабляющим дополнением к праздничному звучанию с легкой для восприятия атмосферой. В целом его хвалят за плавную эстетику в стиле 70-х, с пышными гармониями и уникальными аранжировками, основанными на хитах.
Некоторые критики считают этот альбом излишне монотонным, другие считают его сильным и приятным дополнением к каталогу альбомов группы. Многие поклонники дуэта слушают этот альбом каждый год в рождественские дни. Безусловно, эта креативная работа дуэта намного лучше среднестатистического рождественского альбома многих других исполнителей. Если вам нравятся классические американские хиты 70-х, вам понравится этот альбом. Мне лично этот альбом очень понравился, и мне жаль, что его нет в моей коллекции. И если послушать этот альбом летом, то вам сразу захочется нарядить елку и выпить горячего шоколада, заедая ванильным печеньем. Без сомнений, как рождественский альбом, он один из самых лучших. В начале 2000-х годов дуэт Америка выпустил 3 концертных альбома подряд. Первый из них под названием The Grand Cayman Concert был выпущен в 2002 году, только на CD. Второй под скромным названием Strutting Our Stuff был выпущен в 2004 году. Он также на виниле не выпускался и не переиздавался. А третий концертный альбом American Friends Live at Ventura Theatre в оригинале выходил в 2005 году на CD, а позже перевыпускался на DVD и CD и в 2012 году на 2 винилах, ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Безусловно, все 3 альбома будут интересны фанатам дуэта. Отличное исполнение. В моей коллекции этих альбомов нет.